Привет всем, это второй урок. Сегодня я буду рассказывать про основные музыкальные требования, которые потребуются вам при сведении треков. Чтобы это видео не заблокировали на YouTube, я взял несколько бесплатных треков на SoundCloud, и последние два трека написал мой друг Антуби. Они тоже бесплатные. Ссылки на их скачивание я выложу под описанием к видео. Так, самое важное для сведения — это ритм. Ритм определяется ударными инструментами обычно. Это бочка и снейр. Бочка — это большой барабан, вот он под номером 1. Нажимается ногой, имеет глухой низкий звук. Давайте послушаем бочку. Вот этот звук бум-бум-бум-бум-бум, это и есть бочка. Ну, давайте для примера послушаем еще один трек. Здесь уже бочка звучит немного по-другому. Здесь добавился снейр, но об этом чуть позже. Сейчас про бочку еще. Как вы, наверное, заметили, каждый удар бочки на звуковой дорожке выделяется вертикальной чертой белой. Это сделано во многих диджейских программах для удобства. Так, ну и соответственно каждый удар бочки, количество этих ударов в минуту определяет скорость темпа. То есть вот, например, 146 ударов в минуту. Ну а теперь расскажу про снейр. Так, снейр выглядит под цифрой 3. Вот он там за этим барабаном, не знаю, как они называются. Звучит он так, не знаю, как словами объяснить. Звук такой. Ну, давайте послушаем. Вот как раз где цифра 2 начинается, там и появляется снейр. Слушайте, сейчас бочка играет, а сейчас добавится снейр, звук под каждый второй удар бочки. Слушаем. Это я бочку изображаю. Тьфу, снейр изображаю. Давайте послушаем снейр в первом треке. Здесь его тише слышно, но тоже слышно немного. Здесь уже нету снейра, только бочка. Ладно, давайте послушаем, как это звучит в драм-н-бейсе. Там ритм немного другой. Поначалу он звучит очень даже странно. Поначалу непонятно, где что. Очень сложная ударная партия. Чтобы разобраться, включим трек, где ударная партия попроще. Ну, здесь уже проще определить, где бочка и где снейр. Бочка, кстати, по-английски kick.
Кик-снейр, 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 кик-снейр. Ну а теперь послушаем, как это в предыдущем треке. Ритм тот же самый. Кик-снейр, кик-снейр. Кик-снейр, кик, кик-снейр, кик-снейр. Надеюсь, вы научились их слышать в музыке. Ну, еще кроме кика и снейра присутствуют хай-хетсы, то есть тарелки. Они звучат так. Ну, их иногда хорошо слышно, иногда не очень. Сейчас включу конец трека, там их должно получше слышно быть. Такие звуки слышите, наверное. Ну ладно, с этим вроде разобрались. Теперь послушаем, что такое квадрат. Лучше всего это слышно на втором треке. Это каждые 32 удара. Но проще всего считать 4 раза по 8 ударов. Давайте послушаем. Вот сейчас начинаем читать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Новый квадрат. Как вы можете заметить, очень часто, когда начинается новый квадрат, меняется мелодия. Также на этом треке очень слышно такой звук в начале квадрата. Ну, здесь понятно, давайте послушаем другой трек. Очень часто в конце квадрата может быть нарастание или смена ритма. Вот как, например, сейчас будет, слушайте внимательно. Это новый квадрат начался. Это нам потребуется в следующих уроках для сведения. Сводить нужно будет по квадратам, то есть у обоих треков, чтобы начало квадратов совпадали. Давайте послушаем квадраты в драм-н-бейсе. Совсем забыл сказать, здесь у нас ритм на самом деле, точнее BPM в 2 раза больше, но я для удобства сделал 86, на самом деле там около 170, 175 примерно, ну поменьше чуть-чуть. Это был новый квадрат. И еще все элементы, например, когда здесь снижается темп, точнее убираются
Ударные тоже идут по квадратам. Сейчас давайте послушаем. Сейчас боткнет новый квадрат. Вот он. А сейчас послушаем, как будет проигрыш. Тоже он начинается и заканчивается на квадрате. Можете считать 4 раза по 8. То есть проигрыш шел ровно 1 квадрат. Вы можете перемотать, посмотреть по вертикальным линиям, посчитать. Ну и так практически любой танцевальный трек разбит по квадратам. И смена треков идет в начале квадрата. Вот только что, где цифра 4 стояла, начался новый квадрат. Сейчас немного про эквалайзер расскажу, зачем он нужен. Эквалайзер нужен, чтобы вырезать, делать тише некоторые звуки. Например, басы, средние частоты и высокие. Например, сейчас я уберу средние и высокие частоты, останутся только басы, послушаем. Слышите, что вся мелодия почти пропала, остались слышно только бочку, немного снейр. Послушаем средние частоты. Здесь остался вокал, основная мелодия, если, допустим, в середину перемотаем. То есть слышно очень мелодию, вокал, если он будет. Снейр достаточно хорошо слышно. Ну, и все, пожалуй. Послушаем высокие частоты. Здесь еще лучше слышно снейр. Вот так вот. И хай-хеты. Зачем это все надо? Это вы узнаете в следующих уроках. Но скажу я вам, например, если идет 2 трека, и у них очень бочка долбит вот так, бум-бум. Чтобы было комфортно слушать 2 бочки одновременно играющих. Или, например, очень громкий снейром, особенно у драм-н-бейса. Вы убавляете у обоих треков, ну или у одного, и плавно сменяете высокие, низкие частоты. Ну, это в следующем уроке, наверное, или через один научу вас, как обращаться правильно с эквалайзер, сводить. На сегодня я думаю, что все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Ну что, всем пока.